Всем привет, меня зовут Алик, вы на канале Travelin.rf. Я решил снять для вас серию видеороликов, в которых расскажу о плюсах и минусах курортных городов России и Республики Крым. Если вы еще не были на российских и крымских курортах, но хотите их посетить или даже переехать, то благодаря этим видео вы сможете определиться, какой город для вас ближе и интересней. А в этом видео я расскажу о 5 плюсах курортного города Сочи. Желаю вам приятного просмотра, но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на мой канал. У меня еще много интересных видео, связанных с курортами Черного моря, ну и другими городами нашей страны. И на сайт наш обязательно заходите, там есть множество предложений для отдыха. Ссылка в описании. Такой вот сразу интересный факт. Сочи является самым протяженным курортным городом в Европе, если, конечно, рассматривать весь Большой Сочи. Город растянут от поселка Красная Поляна до поселка Магри. Второй факт. Сочи расположен на той же широте, что и Ницца, Флоренция и Монте-Карло. И еще только в Сочи в большом количестве растут пальмы, мушмула, фейхоа, инжир и эвкалипты, если Сочи сравнивать с Геленджиком или Анапой. Итак, первый плюс, который бросается сразу в глаза, это разнообразные курортные населенные пункты Сочинского района. Сочи растянулся более чем на 120 километров. И все это береговая линия Черного моря, включающая с востока на запад Адлер, Хосту, Мацесту, Центральный Сочи, Дагомыс, Горный воздух, Лао и Лазаревское. И еще несколько курортных населенных пунктов, чуть поменьше размером. Давайте вкратце пробежимся по каждому населенному пункту по отдельности. Адлер, безусловно, самый протяженный и разнообразный район Большого Сочи. Он растянулся почти на 14 километров вдоль побережья. Самые, на мой взгляд, привлекательные пляжи Адлера расположены по обе стороны реки Мзымта. В Адлере есть аэропорт, который не закрыли после 24 февраля прошлого года, как остальные порты на юге России. Также там расположен железнодорожный вокзал и относительно рядом находится горный кластер Красная Поляна. Ну и знаменитые олимпийские объекты, конечно же. В центральном Сочи вы сможете посетить основные достопримечательности курорта. Это парк Ривьера, пешеходная Новокинская улица, прогуляетесь по центральной набережной и набережной реки Сочи. Также увидите знаменитый морской вокзал. О центральном Сочи я уже делал обзор, ссылка на него сейчас появится. Между центральным Сочи и Адлером расположились небольшие курортные поселки Хоста и Мацеста. Очень уютные места в относительной близости от центра и Адлеровского района. Дагомыс можно выделить нахождением там музея ретро-автомобилей. А вот курорты Горный воздух, Лао и Лазаревское можно, по моему мнению, объединить по сути в один обзор. Отличаются они друг от друга лишь расстоянием от центрального Сочи, и площадью. А в остальном типичные населенные пункты Большого Сочи. О Горном воздухе на канале уже выходил ролик. Можете его глянуть, если интересно. Но отличные дороги, соединяющие данные населенные пункты, доставят удовольствие путешественникам. Вы будете ехать, наслаждаясь видом гор и моря. К этому плюсу могу еще добавить то, что Сочи соседствует с Абхазией. Поэтому у вас всегда будет возможность съездить условно, конечно, за границу и посмотреть, как живут люди в квази-государстве, где необычная красота природы соседствует с постсоветской разрухой. Также, может быть, ходить будет паром в Грузию. По идее, туда можно добраться за 5-6 часов. Да и в Турцию ходит круизный лайнер. Но это, конечно, уже такое недешевое развлечение. Второй плюс – это, разумеется, природа и достопримечательности Сочи. Сочи – это, по сути, сплошной заповедник. Национальный парк тянется вдоль всего Сочинского района, включая живописные горные маршруты с водопадами, пещерами, ущельями, чайными плантациями. Выйдя из самолета по прилету на курорт, вам в лицо бросается прекрасный, чистый, свежий воздух с моря и из гор. Да, для любителей путешествий по горам Сочи подходящее место, так как там воздух еще чище, чем возле моря. Нет ничего лучше глотка свежего воздуха на высоте 2100 метров. Безусловно, Сочи может похвастаться отличной экологией, где нет никакой промышленности, никаких вредных производств. Зато имеется очень насыщенная флора. В Сочи можно каждый день находить что-то новое. Возможно, стандартного отпуска вам будет мало, чтобы увидеть все. Самые главные достопримечательности – это, конечно, Красная Поляна, гора Ахун и Олимпийский парк. Третий плюс – это отличный климат. Климат Сочи действительно очень радует всех тех, кто переехал на курорт с севера, так как территория города охватывает большую часть южного склона Кавказа.
от берега Черного моря до вершин главного Кавказского хребта высотой до 3500 метров над уровнем моря. Поэтому в Сочи существует несколько природно-климатических зон. Каждая по-своему влияет на климат. Прибрежная зона, как и весь участок Кавказского Черноморского побережья южнее Туапсе, расположен в зоне влажных субтропиков, что сильно отличает этот регион от более северного участка побережья от Анапы до Туапсе, где господствует типичный полусухой среднеземноморский климат. Зимний период характеризуется периодической неустойчивостью, связанной с вторжением холодных воздушных масс. Зима теплая, лето жаркое и влажное. Максимум осадков приходится на зимний период. Преимущественно в виде дождя, реже снега. А в последние 3 года снег на побережье выпадал каждый год, правда, быстро тая. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений составляет 15 градусов. Средняя температура растет, что безусловно отражает глобальное потепление. Самые холодные месяцы на курорте январь и февраль со средней температурой 6 градусов тепла. Самый теплый месяц это август, его среднесуточная температура составляет около 24 градусов. Да, Сочи это в первую очередь чистый, свежий морской воздух, благоприятная экология. Также несомненным плюсом является минимальное количество комаров и мошек, которые доставляют много неудобств в северных городах нашей страны. В 4-м плюсе поговорю об инфраструктуре курорта. В первую очередь хочется, конечно, повториться о том, что в Адлерском районе есть ЖД-вокзал, достаточно большой и комфортный. Относительно недалеко от него расположен современный международный аэропорт, который взял на себя большую нагрузку после закрытия других южных портов в феврале 2022 года и являющийся временным хабом для всех самолетов, прилетающих на курорты Черноморского побережья Кавказа. Уже в центральном Сочи находится морской порт, из которого можно отправиться в Геленджик, Новороссийск, или в Абхазию на катамаране Грифон или катере Комета. По поводу удобности деловой инфраструктуры могу привести пример человека, переехавшего в Сочи на ПМЖ. Центральный Сочи небольшой, все основные госучреждения находятся в центре города. Поэтому я решил все свои вопросы с оформлением необходимых бумаг за пару часов без использования транспорта. Даже в маленьких городах иногда приходится ездить в разные концы города, чтобы получить одну справку. Конец цитаты. Количество муниципальных школ, прикрепленных по районам, составляет 69 образовательных учреждений. Это не учитывая частные гимназии, лицеи с углубленным изучением предметов и специализированные учебные заведения. Количество большое, но тут, конечно, учтите, что Большой Сочи очень растяжен по площади, поэтому не всегда вы сможете найти учебное заведение рядом с домом. Муниципальных детских садов я насчитал 77. Это тоже имеется в виду весь Сочинский район. Много этого или мало, мне сложно сказать. Напишите об этом в комментариях, если у вас ребенок посещает детский сад в Сочи, конечно. Всю информацию я взял на официальном сайте администрации города. 5-й плюс – это множество развлечений, которые ждут вас в Сочи. Курорт богат на них. Можно съездить на разнообразные экскурсии, как городские, так и природные. Взять прогулку на теплоходе или яхте. В центральном Сочи посетить парк Ривьера и ботанический парк Дендрарий. Зимой можно кататься на лыжах или сноуборде на Красной Поляне, Розе Хутор или Газпроме, находящихся в горном кластере села Эстосадок. Где летом, кстати, можно устроить горные походы и восхождения на лоне замечательной природы. Также хочу отметить очень внушительный парк с аттракционами, который называется Сочи парк. Он расположен в районе олимпийских объектов в Сириусе. Я в нем был в июле 2017 года, провел весь день, и у меня до сих пор остались приятные впечатления от посещения этого парка. А на этом я заканчиваю. Надеюсь, информация, которую я вам дал, будет для вас полезна. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените мои старания лайком или дизлайком. Подписывайтесь на канал, я выпускаю часто актуальные и интересные видео. А чтобы их не пропустить, включите колокольчик. Сейчас появятся ссылки и на другие видео. Если хотите, можете глянуть их. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel.ru организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании. Всем удачи и пока!